Всех приветствую на своем канале. Сегодня в ремонте у меня Honda Passport 2021 года. Основная проблема, с которой нужно разобраться, это проблема со стартером. Автомобиль у нас запускается, но только при удерживании кнопки старта. Вторая проблема, это уже по ходу дела, это проблема с парктроником. Автомобиль был уже в сервисе. Там был установлен, сделали диагностику, установили PCM новый от дилера. Пробовали подкидывать кнопки старта. Поменяли релюшки, но проблему это не решило. Ошибка такая, что у нас есть в цепи релюшки стартера есть проблема. Если смотреть описание ошибки, то у нас есть проблема вот с этой линией. Это у нас PCM, это блок предохранителей, две релюшки на стартер, предохранитель. Еще одна схема, все то же самое. Сейчас посмотрим, что у нас делается на предохранителе. Вот наш предохранитель. Предохранитель тоже уже не тот стоит. Должен быть вот такой, с короткими ножками. Вот релюшки на стартер. Крышек нет ни на одном блоке, ни на втором. Тут тоже все откручено. В общем, со слов клиента, поменяли все, что только возможно. Но проблема остается. Сейчас посмотрим. У нас тут сколько? 9,9. Сейчас попробуем заводить, посмотрим. Глуши. Окей. Сейчас снимаем релюшки. Посмотрим без релюшек, что у нас будет делаться. Ничего не поменялось. Сейчас отсоединим PCM. Наш разъем вот этот маленький, но отключим оба разъема. Заодно проверим пины, не загнулись ли там пины, как обычно. Они прихватили на болтик. Короче, прикручен, не до конца болтается. Сейчас разъем отсоединил, сейчас посмотрим сразу. О, у нас еще больше, 11. Окей. Это уже интересно. PCM у нас отключен. Релюшки сняты. А на предохранителе у нас 11 вольт висит. Вот тут смотрю разъем. Сейчас посмотрим. Поищем вот этот разъем. C173. Не можем найти вот этот разъем. Все разъемы пересмотрели. Такого номера просто нет. И интересно, что вот в этой схеме тоже этого разъема просто нет. Здесь нарисован, как будто это цельный провод идет от PCM до блока предохранителей. Стали смотреть, куда идет сама коса. Очень похоже, что коса у нас заходит в салон, проходит по салону и выходит из салона и идет вот в этот блок предохранителей. Потому что в эту сторону, идут какие-то провода, но не похоже, чтобы это были наши провода. Вот коса какая-то отходит, идет вниз, потом возвращается, идет вот сюда. Но маловероятно, что... В общем, сейчас будем с этим разбираться. Куда идут провода, не совсем понятно. Вот один разъем вот сюда переходит, его отсоединили, ничего у нас не пропадает здесь. Это больше на двигатель, да, это идет вот в эту сторону. Тут все раскручено. Сейчас скинем, наверное, воздухан. Посмотрим, в какую сторону наши провода идут. Одна коса вот так вот поворачивает и идет в эту сторону. Машина после ДТП, возможно, там внизу тоже все отключено. Возможно, это наш парктроник. Вот здесь разъемы не подключены. Да, тут доступ тоже не очень. Вот, эта
коса, выходит она где-то за вот тем модулем. Даже ее не видно. Идет в эту сторону. Сейчас вот здесь все скрою. У нас уже конец рабочего дня, уже надо сворачиваться потихоньку. Сейчас здесь вскрою, посмотрим, что у нас делается здесь, на разъемы. И если что, уже будем завтра продолжать. Тут все это было разобрано. Все не на своих местах. В общем, что не трогаю, оно все, вот оно все просто так накинуто для вида. Вот все отключено. В общем, все это было разобрано. Видать, был поиск тут хороший. Наконец-то нашли мы разъем. Попарились, конечно, немножко. Нашли в пайлоте. Вот эти все схемы, это для пайлота, не для паспорта. Но это та же самая машина, просто пилот немножко удлинен. Схема на стартер, все идентично. Вот где наш разъем спрятался. За печкой. Доступа там практически нет. Вот, Си-173. Доступа тут, конечно, у нас совсем нет. Вероятнее всего, нам придется демонтировать вот этот блок. Интересный момент тот, что на блоке Toyota написано. Я вижу какие-то провода, но там зазор очень маленький. Кстати, обнаружили еще одну вещь, сейчас покажу. С этой стороны косу мы всю просмотрели. Полноценно все открепили. Потому что здесь видим следы ремонта. Но тут у нас все нормально. Замыкания у нас здесь нет. Обнаружили такую вещь. Сейчас у нас все отключено. Сейчас у нас ничего здесь нет. Нет, потому что вытащили предохранитель. Устанавливаем вот этот предохранитель сюда. А предохранитель у нас на противотуманке. Вот все. Тут все пропало. Смотрим на предохранитель. А на нем у нас питание. Вот этот предохранитель мы вытаскиваем, и у нас пропадает замыкание. Релюшка на противотуманке. Если смотреть, опять мы упираемся вот в этот разъем. Очень хочется до него добраться и отсоединить его. То есть у нас питание идет через релюшку на вот этот провод и вот в этот разъем. Возможно, как вариант, проблема у нас в самом разъеме. Возможно, где-то по пути. Тут, кстати, я уже сразу обратил внимание, есть вот такие подтеки. С одной стороны, с другой стороны. Возможно, у нас проблема в самом действительно разъеме. Сейчас попытаюсь открутить вот этот модуль. Хотя бы камерой туда посмотреть, что у нас там делается на разъеме. Демонтировал модуль. Вот наши провода. В общем, не знаю как, но удалось мне пальцами отщелкнуть этот разъем. Вот он. И что мы на нем видим? Вот они, окислы. Вот оно все зеленое. Вот где было замыкание. Разъем, вот вход. А разъем приблизительно вот на таком расстоянии за печкой. Разъем немного раскрыл. Разъем у нас полностью зеленый внутри. Позвонил клиенту. В общем, что мы решили? Сейчас попробуем вычистить, насколько это возможно. Не знаю, правда, как мы вычистим ответную часть. До нее вообще не добраться. Она на вот этом уровне находится. В общем, все вычищаем. Если у нас проблема остается, клиент сказал, что будет сам заниматься, будет сам снимать панельку и будет
все это вычищать. В общем, наша задача сейчас все почистить, собираем все назад. Вот тут замыканий очень много, даже на самом модуле. Вот весь модуль, он тоже весь в коррозии. Стал камерой смотреть ответную часть, а там пины у нас все чистые, проблем там нет. Это классно, потому что эту часть невозможно было бы почистить. В общем, сейчас вычищаю тот разъем с зеленью, да и все. Разъем вычистился отлично. Сейчас его защелкну и будем сразу проверять. Наверное, 20 минут подключали этот разъем. И только с помощью камеры удалось уже все руки шмазоли. Еще мало места, и разъем очень близко к стенке. И тот разъем, который мы вытащили, он всегда был под углом. Его надо было очень сильно прижать и всунуть. Внизу разъем я подсоединил на парктроник. Сейчас ставим площадку под батарею, накидываем воздухан и будем пробовать заводить. Все на своих местах, все подключили. У нас тут полный порядок. Пробуем заводить. Пропарились также с этим модулем, который в ногах, вот это большой. Так, пробуем заводить. Ну что, аппарат фактически готов. Ошибки у нас все ушли, остались только ошибки по РБГу. Ничего не светится. Парктроник работает. Все супер. Попарились, конечно, мы. Доступ там никакой. Но главное, что есть результат. Вот такой был на сегодня у меня ремонт. Не забывайте про лайки, комментарии. Ну а у меня на этом все. Всем пока.